Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю вкуснейшую рисовую кашу на молоке, как у бабушки. Простая, нежная и такая родная. Эта каша напоминает вкус детства. Без лишних добавок, только молоко, немного сахара, щепотка соли и кусочек сливочного масла в тарелке. Получается ароматная, кремовая, очень домашняя. Это идеальный завтрак для всей семьи. Подавать можно с маслом, вареньем или просто так, ведь иногда именно простота делает блюдо особенным. Для рецепта я использую вот такой круглозерный рис. Сейчас его надо хорошо промыть. И, кстати, я рекомендую для каш использовать именно вот такой круглый рис. Каша тогда получается очень кремовая и вкусная. И также понадобится 2 стакана воды. И я уже налила в кувшин 3 стакана молока. Молоко обязательно подогреваем. Хорошо промытый рис всыпаю в кастрюлю. Заливаю 2 стаканами воды. Я использую точно такой же стакан, в какой я насыпала рис. Поставила кастрюлю на плиту, довожу все до кипения. Теперь я убавляю огонь, закрываю кастрюлю крышкой и готовлю рис примерно 10 минут. Прошло примерно 10 минут, посмотрите. Рис фактически впитал в себя всю воду. Какой получается красивый круглозерный рис. Теперь в кашу я добавляю горячее молоко. Я его подогрела. Перемешиваю. Добавляю соль и всыпаю сахар. Друзья, сахар, конечно, корректируйте по вкусу. Я сейчас добавила примерно 1 столовую ложку сахара. Может, чуть больше. Перемешиваю и довожу до кипения. После закипания уменьшаю огонь, закрываю крышкой и на небольшом огне готовлю еще примерно 10-15 минут. Периодически, конечно, все перемешиваю, чтобы каша не подгорела. Если вы любите более жидкую кашу, тогда можно добавить больше молока. И для насыщенного вкуса можно также использовать вместо цельного молока добавить еще половину сливок. Но мне кажется, что и на молоке каша получается нереально вкусная. Особенно если добавить в нее кусочек сливочного масла. Все точно как у бабушки. Друзья, на моем канале есть уже много рецептов различных каш. Но если вы хотите, чтобы я приготовила еще какую-либо, обязательно пишите об этом в комментариях. В конце варки особенно внимательно следим, чтобы каша не подгорела. И крышкой я уже закрываю не плотно. Вы только посмотрите, какая красота получается. Сейчас каша с молоком у меня варится примерно минут 12. Теперь плиту я выключаю. Обязательно закрываю кашу крышкой и оставляю ее еще потомиться под крышкой примерно 5-10 минут. Но, конечно, кастрюлю я уже сниму с плиты, так как электрическая плитка еще долго остается горячей. Каша настоялась, посмотрите, какая она получается, просто невероятная. Именно такую консистенцию каши я очень люблю. Обязательно добавляем кусочки сливочного масла. Но какая же каша без масла? И сахар вы также можете корректировать по вкусу. Если вам недостаточно, добавляйте. Друзья, я вас уверяю, это самая вкусная рисовая каша, какую вы только пробовали. Обязательно ее приготовьте. Это так вкусно. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и поделитесь с друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!